Всем доброго утра, друзья мои. Я хочу сейчас подарить вам ритуал, точнее подарить ритуал тем, которые занимаются репетиторством, либо людям, которые свое мастерство хотят преподавать. Ну, предположим, ювелиры, гончары, мастера по дереву, прочее, прочее. Люди, которые не прочь заработать на открывании школ или обучающего курса для молодых или не совсем молодых людей, которые хотят обучиться, хотят познать мастерство этого человека. И этот человек стремится собрать учеников. Вы никогда не задумывались, почему у очень сильных людей, у которых огромная база знаний, не так много бывает учеников, чем, например, у средненачитанных людей, которые очень предприимчивые, которые особо-то не знают, но очень быстро открывают всякие школы, любого характера. Школы могут быть психологического тренинга, школы эзотерики, школы даже, предположим, Таро, не знаю Таро, открывать школу Таро, кружок по истории, любитель истории и прочее. Когда ты хорошо копаешься в этом всем, якобы в знаниях этого человека, ты понимаешь, что у этого человека таких-то особых знаний нет. Но он имеет целую базу учеников. У него там целые школы учеников и прочее. Почему? Потому что человек, у которого есть огромная база знаний, очень ревностно относится к этим знаниям. Он хочет преподавать, может быть, да, он хочет делиться этими знаниями, но подсознательным ему не хочется никому эти знания открывать и отдавать особо. И кроме того, не только этот человек ревностно охраняет эти знания, но и те силы, и те боги, которые эти знания ему вручили. И получается такой замкнутый круг. Человек хочет заниматься репетиторством, хочет преподавать, хочет иметь множество учеников, но в то же самое время внутренне, подсознательно бережет свои знания, не хочет никому отдавать. И боги, которые дали ему эти знания, эти познания, это мастерство, в том числе охраняют эти знания и не дают никому отдать эти знания, даже за, скажем, большую плату, за вознаграждение. Так вот, как сделать так, чтобы освободиться от этого замкнутого круга, чтобы освободить свое подсознание, кроме того, попросить у богов благословить это дело и дать возможность заработать на своих знаниях. Так вот, этот ритуал поможет тем людям, которые ищут работу репетитора или занимаются репетиторством много лет. Неважно, что они преподают. Либо людям, которые хотят передать свои навыки, свои знания, свое мастерство своим ученикам и за это получить вознаграждение. Вот созрели они для этого. Созрели они для собрания ученичества. Я понимаю, что после этого ритуала начнут мне писать очень много народу, потому что каждый ритуал, даже который проводится на камеру, очень сильно срабатывает. Но я как-нибудь перетерплю сей момент и подарю людям, которые нуждаются в учениках. Вот любой человек, хоть сантехник, хоть человек, который занимается металлом, хоть кузнец, да, хоть автослесарь, любой человек, который хочет набрать учеников себе, научить и получить за это достойную плату. У него это получится. Вам нужно будет купить серый мак кондитерский. Возьмите зеленую свечу. Если не найдете зеленую, возьмите любую белую свечу парафиновую. Начитайте 7 раз и посыпьте мак возле ваших дверей, прям возле порога. Если у вас есть там коврик, отлично, под коврик можно посыпать и закрыть. С внутренней стороны дверей, не с внешней. Через некоторое время, когда вы обучили определенный курс, закончили, и поток у вас уменьшается, повторите этот ритуал. Или сделайте этот ритуал, то есть проведите, а потом дайте объявление о репетиторстве. У вас будет очень много учеников.
Но поскольку наши все ритуалы получаются на ура, то с уверенностью могу сказать, что этот ритуал в том числе получится как надо. Итак, я прочитаю один раз, потому что у меня еще много других дел. Вы прочтите, пожалуйста, 7 раз. Итак, извиняюсь. О боги, создавшие меня, даровавшие мне знания свои, благодарю вас и заклинаю. Позвольте же во славу вам дарить эти знания тем, кого призываю. Благословите мои начинания и мои стремления. Не препятствуйте ревностью своей мне набирать учеников. Ибо все делается во славу богов, даровавших мне ум и знание. Зову я, призываю, с дозволения богов, себе новых учеников, готова дарить знания им и получить награду от них, как священный откуп. Заговариваю на маг, как маг не сосчитать, так и богов прошу столько учеников мне дать. Да прославлюсь я умом своим, достигаются ко мне, ищущие знания и мудрость. Призываю на свой порог караван учеников, да влюбится весь мир в мой ум и талант. И все во славу богов, да исполнится. Как маг не сосчитать, так и ученикам моим не будет числа. Им знание, а мне награда. Исполнится. Заклято. Читаем 7 раз, берем маг, сыпем прямо возле порога. С внутренней стороны, значит, дверей. И все, ученики вам обеспечены, потому что боги, ревностно охраняющие ваши знания, и ваше подсознание, не позволяющее никому эти знания отдавать, расслабились, отпустили, и информация пошла и приведет то, что вы хотите. Удачи вам, дорогие учителя, мастера и все те, которые хотят обучать.